Хей-хей-хей, всем привет! И наконец-то это обзор дневника. Не знаю, как для вас, для меня наконец-то, потому что, как обычно, под конец очень тяжело стало уже вести блокнот. Я его закончила, ни одной странички не выдрано, прям все как положено. И это блокнот от Falafel, стандартный какой-то их блокнот в точку, мне очень нравится их бумага. У них немножко сумасшедшие форзацы, поэтому я их не украшаю. И давайте начнем отсюда, чтобы ваши глазки поберечь. И провела я этот дневник 7 месяцев, что довольно долго. Обычно у меня быстрее заканчивались, но я прям вообще не заставляла себя писать. Когда хотелось, тогда я писала. И это такой максимально свободный формат. И вначале, как обычно, моя фоточка, какой-то коллажик. В этот раз я еще украсила обложку. И он у меня в такой, в тетрадной тонкой обложке. Чтобы все это не запачкалось и не стерлось во время использования. И, наверное, хранить я его так и оставлю в этой обложке, чтобы она не стиралась. Поехали, по традиции буду показывать, рассказывать немножко. Первый разворот, как обычно у меня в минималистичном стиле. Здесь я решила ничего не делать, потому что это была не самая удобная страница, и ее не совсем удобно на ней писать, когда она лежит на столе. Я просто вписала песню, которая на тот момент не выходила у меня из головы, и вообще я с ней провела несколько месяцев, как раз когда ездила. И какие-то наклеечки использовала из того, что было. И это было лето, у меня с летними оформлениями... Я не очень люблю лето, потому что жарко, у меня от солнца болит голова. Поэтому у меня нет какой-то особой атмосферы летней. Но тут будет немножко. Это один из моих любимых разворотов. Мне очень нравится сочетание оранжевого и коричневого. И здесь стикеры. Это пак НКСовский, прям почти... Мне кажется, вот это не из него, а все остальное из него. И распечатка. Вообще у меня была вот эта распечатка, я решила, что я хочу под нее подобрать разворот. И разворот собрался, а потом еще сюда добавилось... Это кусок скотча с упаковки конфет. Он по цвету идеально вошел, поэтому почему бы нет? Добавлять в дневник мусор — это база. Дальше опять традиционный уже в моих дневниках, наверное, скотч из красного карандаша. Опять же добавлять в дневники мусор — это святое. Пара распечаток, и тогда, судя по вот этой распечатке, были дождливые дни. Я как-то старалась более-менее подгонять под дни оформления, чтобы потом по картинкам понимать, что происходило, потому что я текст очень редко перечитываю, я чаще просто пролистываю, пересматриваю, как вдохновение, как память о том, что я делала несколько лет назад, я имею в виду дневники перелистываю. Здесь я помню этот разворот, я помню, что я была... немножечко на стрессе, потому что мы с подругой, я буду говорить мы про какие-то походы, потому что мы ходили вдвоем, у меня просто, я устану себя исправлять, мне рефлекторно проще сказать мы, потому что я была не одна. И мы с подругой должны были идти как раз в этот день первый раз в Александринку, и я была немножко в состоянии стресса. Сейчас мне это кажется смешным, тогда я думала, что я приду, и мне прям на входе скажут: фу, у вас лицо кривое, идите отсюда, мы вас не пустим. Я понимаю, сейчас мне очень смешно с этого, но тогда мне было очень страшно, потому что я миллион лет не ходила в театры, но ИСТы не считается, ИСТы это Москва, в Питере было очень страшно, тем более вы уже, если в телеге видели, как выглядит Александринка, или просто знаете, как выглядит Александринка, это грёбаный дворец. Было, в общем-то, немножко неловко, но спойлер, все прекрасно. Александринка самое милое и вежливое и добродушное место в мире. И вот тут я сделаю вот так, чтобы закрыть фотки, мое лицо пусть будет. И тут, собственно, мы съездили в Александринку, это афиша, и тут длинная запись про все это через несколько дней после этого, потому что я на следующий день просто приходила в себя. И я использовала... Программка была в таком... в обложечке в такой картонной, я ее раздербанила и радостно это использовала. И на следующем развороте вот так вот, то есть сделать. Вот так выглядит Александринка внутри, а тут я в своих джинсах и черной рубашке, понимаете, да? Но нет, все прекрасно, и, боже, я, наверное, уже 100 раз рассказывала, блин, простите, это обзор дневника, и я буду рассказывать все события, которые были на то время. В общем, в Александринку мы пошли преимущественно... в основном на 90% из-за Тихона, вот этого молодого человека. Потому что после «Преступления и наказания», которое я посмотрела, мне очень захотелось посмотреть на актера вживую. Соответственно, где еще на него вживую посмотреть, как не в театре, тем более он служит постоянно. И на тот момент билеты были только на воскресенье, это спектакль по Толстову, а я к русской классике отношусь, ну, прямо скажем, с подозрением.
Тем более к Толстову. Ну, типа, это не то, что я люблю, не то, что я хочу читать, но я такая, ладно, это театр, там наверняка что-то переделали, окей, пусть будет. Тем более, там много Тихона, он играет главного героя, собственно, Нехлюдова. И мы купили билетики, пошли, и закончился спектакль. Очень понравился спектакль, до сих пор я считаю, что он прекрасен. Смотрела его уже еще раз, и мнение не изменилось. Но суть не в этом, спектакль отложим. А, кстати, вы можете его в кино посмотреть, его сняли для киноверсии, и его прокатывают в кинотеатрах, вы можете сходить и посмотреть, и это как раз версия с Тихоном. Рекомендация. Но до этого мы сейчас тоже дойдем. Так вот, и выходим мы после спектакля, и это был, получается, первый мой большой театр, прям вот настолько большой, настолько впечатляющий за последние лет 15. Я, типа, когда еще жила у родителей, я периодически бывала в театрах, но в Москве это в основном камерные театры, ну, то есть небольшие. Потому что в большие билеты стоят больше, чем моя месячная зарплата на тот момент. И как бы театр для меня не был чем-то новым, но Александринка оказалась чем-то новым. Это очень интересно в плане масштабности. И там потрясающие абсолютно декорации, которые движутся, которые участвуют в спектакле. Этот вагон, который они собирают, разбирают и меняют сцену за счет этого. В общем, это, ну, очень сильное впечатление. И я, собственно, стою на улице, трясусь как чихуахуа после этого впечатления. И просто что-то хихикаю, рассказываю подруге, поворачиваю голову и вижу кудрявую макушку Тихона, который вышел к людям. Просто подарить им радость. И в этот момент мы выяснили, что он выходит после спектакля просто пофоткаться с людьми, раздать автографы и всякое такое. Я об этом не знала до того момента. И я, ну, мощно охренела, у меня нет другого слова, будет это. И, собственно, ну, спектакль резко стал еще лучше, прям. Впечатления мои возросли, так сказать. И, собственно, это вот как раз первая закорючка, которая была забрана из Тишиных рук. У меня тогда не было с собой вообще ничего, соответственно, ну, я не в курсе была. И я попросила у кого-то ручку из ребят, и на программке, собственно, у меня программка была куплена. Попросила расписаться, обнялась с молодым человеком, очень радостная. Просто мы ехали домой, мы вдвоем, причем были в легком неадеквате. И мы буквально не ехали, а летели домой уже на крыльях любви. Вот. Все было прекрасно. Это был очень хороший летний день, просто... Сегодня будет много про театр, ну простите, это уже база. И я вклеила программку целиком, чтобы было видно, что внутри. И, собственно, Нехлюдова играют двое актеров. Стоит, если вдруг вы соберетесь, стоит смотреть даты. И Екатерину Маслову, Катю тоже играют две актрисы. И уже потом я поняла, как нам повезло, что мы попали именно на эту актрису, потому что вторую мы тоже видели. Я не смогла к ней подключиться. Мне очень нравится Мария Лопатина, которая была в нашей версии, и я счастлива, что мы попали на нее. И этот спектакль был продан мне лично вот этим вот кадром, когда Катя бежит с поездом и читает свой монолог. И даже по фоткам я поняла, что это будет великолепно, но вживую это просто... Я была в таком шоке. Слава богу, что после этой сцены идет антракт. Мне кажется, если бы нет, меня бы оттуда выносили к концу спектакля. Это очень сильная сцена, она очень крутая, это все визуально потрясающе. И хвалим Александринку следующие 3 часа. Ну, ребят, я люблю этот театр. Он, понимаете, у меня весь этот год... Все мои эмоции, они такие прям яркие, сильные, радостные, связаны с Александринкой. И буквально этот год был театральным, потому что я открыла для себя столько нового, сколько за последние лет 5, наверное, не открывала в плане именно вот искусства и взаимодействия с искусством. Прям, ну, это сильно меня поменяло, я думаю, поэтому восторгов будет много. И опять же кадр из воскресенья, билет. Это Тихон сидит грустненький, я не буду рассказывать сюжет, понятно, что это не нужно. Следующий разворот внезапно в голубых тонах. Я очень редко использую голубой. Но тут у меня была вот эта вот вырезка из журнала. Она как-то валялась на моем столе. И я решила, что я ее потеряю, если она так и будет дальше валяться. И под нее уже подобрала весь коллаж. Здесь тоже журнальные синие вот эти вот штучки. И просто стикеры какие-то, найденные в моей коллекции. И я стала использовать много акриловых маркеров, потому что они не пропечатываются на другую сторону. И это очень... такой приятный момент, не травмирующий бумагу. Я стала звездочки ими рисовать, вот даты периодически выделяла. Акриловые маркеры у меня дешевые, Ланго, которые сейчас стоят по 300 рублей за набор, кажется. Я ими прям полностью довольна.
Тут какой-то простенький разворотик, был дождливый день, лето было довольно дождливым вообще, и я просто нашла вот этот вот стикер вот этот, дополнила его еще другим стикером, и как-то вот так вот тепленько очень получилось, тоже добавила оранжевого, потому что я была в хорошем настроении в целом, и вот так сложилось, захотелось мне так. И тут я ездила в родной город, собственно, навестить маму, и Аврора любимая, все было классно, я то ли читала что-то в поезде, то ли смотрела что-то в поезде. С появлением Авроры жизнь стала намного проще. Во-первых, она дешевая, я сейчас смотрела билеты, мне снова надо ехать, она стоит 2600. Это дешево, ночные поезда стоят за 3,5. И она очень комфортная, да, она едет 5 часов, но там настолько великолепные кресла, что я в них сплю просто, я со своей немалой комплекцией сворачиваюсь на них калачиком и сплю радостно. В общем, Аврора — это просто любовь всей моей жизни. Задумчивый Иван здесь, ну потому что, ну а как иначе? И гранатики, конечно, это... Вот опять, кстати, акриловый маркер. И этот стикер я берегла для какой-то поездки. И вот тут решила, что настало его время, хотя это плацкартный поезд, но я решила, что пусть будет тут. Очень красиво, нравится мне. И тут поездка была короткой, я так вижу, что у меня даже никаких с собой бумажек особо не было. Наверное, я просто съездила, сделала какие-то дела и уехала. Это уже домашний разворот. Я не брала, кстати, с собой дневник, потому что я ездила на пару, на 2-3 дня. Привет, Пепа. И дневник я с собой не брала. У меня вообще, мне кажется, я хотела самый пустой рюкзак из всех, что у меня когда-либо были. Моя хорошая. Моя сладкая. Допустим. И, собственно, вот, блокнот остался дома, потому что он тяжелый. Короче, остался дома. Меня тут хвост коти, я потеряла мысль немножко. Это тоже дождливый разворот, и мне безумно нравятся вот эти вот салфетки. Это наклейки, вы понимаете? Я заказала их с Алика просто потому, что они выглядели красиво в таких вот зеленоватых тонах. А оказалось, что это наклейки невозможно прекрасно вырезанные. И я просто была в дичайшем восторге, я дополнила их стикерами, и мне так нравится этот разворот, такая вот его дождливая грозовая атмосфера, как раз подходящая. Не ешь листья, не мешай мне говорить. Кошка. Картошка. Очень хочется внимания ребенку, но что поделать. Давайте дальше. А дальше, о да. В общем, после преступления и наказания на волне лютого подъема я чуть не поехала в театр в Беларусь, чтобы вы знали. Не поехала, слава богу. Одумалась. В общем, было узнано, там дальше же я так, да, было узнано, это, в общем, поездка в кинотеатр. Давайте я вот так сделаю, потому что я буду про это рассказывать. Было узнано, что у Мирзоева, это режиссер «Топей» и «Преступление и наказание», есть спектакль, который идет в кино. Тогда же я знала про этот проект, но никогда им не интересовалась, а тогда вот как раз заинтересовалась. В общем, существует проект для региональных в основном кинотеатров, снимают московские и питерские театры, чтобы показывать их в кино, для тех, кто, собственно, не может попасть на спектакль вживую. И там довольно старые спектакли есть, и есть зарубежные спектакли, и балеты, и оперы. Чего там только нет. В общем, если вы интересуетесь этой темой, очень советую посмотреть, что идет у вас в городе. Вероятно, в каком-нибудь кинотеатре что-нибудь идет. Так вот, я узнала, что в Питере идет Мирзоев. И это «Вишневый сад», который мы смотрели в СТИ. Только с Сашенькой Петровым в роли Лопахина. Я, конечно, поломалась очень сильно, но такая, нет, ну это Мирзоев, ну надо. И, в общем, мы поехали. Это потрясающая история, вы не представляете. Причем, когда я покупала билеты, я смотрела, где находится кинотеатр, и вроде как он находится на Международной, и все здорово, ну то есть там прям рядом с метро практически. А перед тем, как ехать, я выяснила, что он находится через трассу, и пройти от метро к нему, к этому кинотеатру, невозможно. То есть это такой ТЦ, который где-то на отшибе города, по сути. Я такая, хорошо, мы поедем туда на такси, допустим. Мы приезжаем туда на такси, а там просто гигантский торговый центр, он огромный. Там 7 помещений гигантских, там огромная Икея, видимо, когда-то была, и сейчас там просто Леруа или что-то такое. Короче, это просто огромный ангар. Мы такие, окей. Мы приходим в кинотеатр, в сам кинотеатр в этом огромном ангаре, и там нет ни одного работника. У нас не спросили билет на входе, мы просто нашли зал и такие, ну, наверное, это наш.
тут циферка совпадает с циферкой на билете, ну хорошо. И никто не проверил, всем было пофиг. Там, благо, были еще зрители, потому что иначе я бы вообще сидела, конечно, в странных ощущениях. И, в общем, мы садимся, заходим, и там начинается вот эта вот стандартная реклама перед фильмом, и там просто отвратительный звук, он просто кошмарнейший. И там еще реклама была какая-то дебильная. И мы сидим и такие, боже, зачем мы сюда приехали? Просто для чего? Чтобы что? И начинается спектакль. Ну, как проходит реклама, начинается. Через 5 минут после спектакля я уже готова была сидеть там в целом всю свою оставшуюся жизнь. Мне все понравилось. Тут я, объяснять, что делает Мирзоев, это, я не знаю, он просто издевается над тобой, но тебе это нравится. Очень прям коротко опишу. Действие спектакля, то есть актеры, они отыгрывают классическую пьесу Чехова. Они произносят слово в слово эту пьесу. Но то, что они делают на сцене, никак абсолютно не связано с тем, что происходит в пьесе, и с тем, что они говорят. То есть это интерпретировано абсолютно другим путем. То есть они ведут себя странно, но потом ты понимаешь, что они делают и почему это кажется странным. И это становится просто каким-то невероятным взрывом мозга. Для меня. Я в восторге. Мирзоев просто, я считаю, что это, это гений. И у меня нет... Господи, девочки, я пойду на спектакль Мирзоев в феврале. В общем, просто примите это. Поехали дальше, а то мы сейчас здесь навсегда останемся. Если я начну объяснять, почему Пин хороший сериал, мы отсюда никогда не уйдем. Тоже какие-то летние штуки. Мы после этого спектакля вообще на пару несколько дней просто ходили такие, как в другом мире. И вот как раз это какой-то такой разворот. Я, наконец, заказала себе малюсенькую акварельку Дэниел Смит. Я очень хотела попробовать эту фирму. Она приехала, я радостно ее повыкрашивала, прессовала ей, мне было классно. Вообще лето, учитывая, что я не люблю лето, на удивление, это лето было приятно. Там потом жара началась, и я плохо себя чувствовала, скажем так. Вот как раз эта история. В Питер, не совсем в Питер, в Пушкин приезжала моя московская подруга, и мы ходили гулять в 30-градусную жару, мне потом было пипец как плохо. Мы походили по Царскому селу, и, в общем-то, очень красиво было, мало народу, и вообще здорово пообщались, я была очень рада человека видеть, и потом мы еще сходили в планетарий вместе. Это была очень классная встреча, и, к счастью, мои воспоминания, которые о плохом самочувствии, они стерлись. Сейчас я просто знаю, что это было, но уже не помню ощущения. Поэтому мы считаем, что все было классно. Так, это я переворачиваю. Я сделала небольшую хитрость. Если не хочу показывать разворот с текстом, я его просто никак не оформляла. И вот это был тот разворот, я что-то, видимо, переживала интересное. Совершенно случайно сложившийся разворот с упаковкой. Этикеткой. Этикетка, это не упаковка. Просто мне хотелось зеленого. Летом вообще вот меня прям тянуло на зеленое, мне было классно, я радостно оформляла все в зеленых цветах. И здесь наклеечки, просто случайно, они ничего не значат. Книжка, чай, базовое мое времяпрепровождение. Этот разворот мы на видео оформляли с покупками. Я помню, я до сих пор уважаемый хвост. Я до сих пор каждый раз умиляюсь, когда его открываю, потому что я не знала, что вот эта рамочка — это наклейка, и приклеила ее на клей, и она, если ее сейчас отклеить, она отклеится. Моя хорошая, моя уважаемая пушистая, мы вам не мешаем, да? Мы с девочками вам не мешаем, да? И мне очень нравится эта распечатка, и вообще цветочки красные. Я в этом году внезапно полюбила красный цвет. Раньше, в целом он мне нравится в каких-то оформлениях, в иллюстрациях. Но как-то в этом году прям прониклась я к нему. Много тоже использовала. Вот доказательства. Внезапный Макс и внезапный какой-то Русреал странный, не знаю, так вышло. У меня была... Мне очень хотелось, я не знаю зачем, просто мне очень хотелось эту упаковку от Чокопая арбузного максимально странного приклеить в дневник, потому что, не знаю, мне кажется, это такой абсурд делать Чокопай арбуз. Они вообще не имеют ничего общего. Ну окей. Я очень хотела ее приклеить. У меня была упаковка от Сникерса, которая подходила по цвету. Этикетка. Почему я называю этикетки упаковками? Этикетка. И дальше все собиралось по принципу более-менее подходящее под тему и подходящее по цвету. У меня очень мало красного до сих пор. Поэтому здесь такие случайные штуки. Ну и Максик просто потому, что Максик лапочка.
еще более странный разворот. Смиримся. Это Боков, уважаемый. Сидит на хурме. Вот. Это потрясающе звучит. Зато смотрите, как он подходит под мандаринчики. Хурма — это почти мандаринчики, тоже оранжевенькие. Простите, меня порвало с того, что Боков сидит на хурме. Так вот. У меня просто была эта распечатка, я хотела ее использовать. Мне нравится глубокий зеленый. У меня есть распечатки с хурмой, не спрашивайте зачем. Просто есть. И так вышло. О! Все, я не могу перестать смеяться. Знакомьтесь, это Дмитрий Чеботарев, потрясающий актер. Это спектакль, который лучше бы я не видела. Но, к сожалению, прекрасный актер Дмитрий Чеботарев в нем играет. Это еще одна история о том, как мы такие: о, театральные спектакли идут в кино, давай съездим и на этот тоже. Не весь опыт одинаково полезен, как выяснилось. Из плюсов там был Лапенко. Я не знала, что он там есть, и я была очень рада его видеть, потому что он... Вот так вот будем сидеть. Потому что он очарователен, он очень харизматичный, и это было прям приятной неожиданностью. А так, в целом, я узнала, что этот спектакль идет 6 часов, когда мы уже приехали на этот спектакль. Кино. Я не знаю, как это назвать. Спектакль в кино. Вот так буду говорить. И, в общем-то, это отвратительно. Я не поняла ничего. Я поняла, что они хотели сказать, мне это не понравилось. Короче, давайте представим, что его не было. Я поняла самый важный вывод, который я сделала из этого. Не все спектакли мне нравятся. И вкус все-таки существует мой личный. Тут я подумала, что слишком мало осени в дневнике. Сделала 2 таких осенних разворота. Тут я хотела сделать вот эту модную штуку с прозрачной вставкой. У меня опять не получилось. Я забила, обрезала лист и сделала так, как я умею. Не стала уже больше с этим экспериментировать. Мне уже не хотелось. Просто вот такое теперь тут. О боже, я обожаю этот разворот. Я обожаю вот эту часть этого разворота. Мне очень нравится это по цветам. Смотрите, какая красота. Вообще, по тому, что здесь использовано, по сочетанию цветов, очень нравится, так красиво. Ну и разворот мне в целом нравится. Я не помню, что он бессмысленный. Вот он бессмысленный. Я прям не помню, что здесь было. Я помню, что у меня появился журнал с Иваном. Я забрала сразу эту картинку оттуда, потому что, ну, посмотрите на это лицо. Это же прекрасно. И ромашка в трусах — это то, что мы заслуживаем. И поэтому поехали дальше. Здесь просто летняя какая-то штука. Мне по цветам, понимаете, тут случилось, я хотела ярких, приятных каких-то цветов, и вот я их использовала, плюс у меня был вот этот стикер-пак, и он прям откровенно летний. Я поняла, что если я его не использую летом, я его не использую никогда, но напомню вам, здесь 11 сентября, в моем мире еще лето. Так получилось. Но начало осени было очень тепленьким, поэтому... Сыр невкусный, кстати. Я очень люблю халуми, но конкретно вот этот халуми, он невкусный. Он как резина отвратительная. Здесь... О, я поняла, почему, как это связано, как связаны 2 вот этих разворота. У меня появились журналы. Я, в общем, довольно долго хотела заказать себе Season, и заодно вот заказала журнал с Иваном, Snob, по-моему. Да, Snob. Сейчас, ладно, дойдем до этого. У меня появился Season, мой первый, 2 сразу. И я сразу же вырвала из него бумажки, которые мне прям понравились с первого взгляда, и вот радостно их использовала. Я очень много в коллажах их использовала, в дневнике тоже. Ну и, собственно, да, кто я, чтобы спорить с этим. И эта строчка из песни. Мне не очень нравится сама песня, но мне очень нравится эта строчка. Я не помню, как песня называется. Загуглите по словам, если вдруг найдете. Здесь тоже такой минималистичненький. Вот опять все, журналы появились в моей жизни, журналы срочно надо дербанить. Но красиво, очень нравится, очень красиво. Ой, замечательно, просто вот, ну, глазик радуется. Я смотрю на это, и оба мои глазика, они радуются. А тут был какой-то большой перерыв, судя по всему. Возможно, я ездила к стоматологу, вероятно. Поздравьте меня, я долечила зубки. У меня все зубки во рту здоровые. Мне теперь надо только ходить на чистку. Я была очень счастлива этому факту. Во-первых, денежки. Во-вторых, ну, не надо больше никуда ездить, и все прекрасно. И вот это я довольна. И эта фотка, я вижу, что принтер, видимо, заканчивался. Картридж в принтере заканчивался. Она такая сильно розовая, и я решила, что в розовом развороте она будет классно смотреться.
И основа разворота здесь это билетик на электричку розовенький вот этот. И вот этот стикер я тоже очень долго берегла. А потом подумала, что я его берегу, правильно? Пусть будет в дневнике, радует меня. И вот случилось вот это. А тут очередная, это Отелло. Если это сентябрь, я знаю, что это Отелло. Это журнал с Тихоном, и я его тоже очень счастливо, естественно, сразу же пустила на бумажке. Это программка Александринки, которая у них на входе лежит, и мне очень нравится вот эта вот ее часть, я прям ее обожаю. Вы сейчас дальше поймете, я постоянно ее использовала. Во-первых, это желтый цвет, который я люблю, прям такой желточный, приятный, прекрасный. А во-вторых, это шикарный дизайн, я считаю, что это очень красиво. Запомни. А тут это, о, боже, да. Я так радуюсь. Как будто, ну, кстати, эти цветочки у меня закончились. У меня, в общем-то, я заказала на Алике себе вот эти вот цветы. Они такие в ленте, и они с золотом, и оно сияет. И оно так идеально подошло под оформление Отелло. Сейчас у меня эти цветочки закончились, я прям жалею, возможно, я закажу еще. Но они шикарные, вы просто посмотрите, как они все украшают. И тут Отелло. Хвалим Александринку следующие 3 часа. На этом спектакле я поняла, что у меня есть определенный вкус на спектакле, как и на кино. Неудивительно, правда? Я поняла, что я люблю легкую шизу. Когда вот оно немножко неадекватное, мне идеально это заходит. И Отелло, он прекрасен в этом плане. Да, это тоже классическое произведение, но в Александринке все заиграло другими красками. Это Отелло, и он в гриме, у него лицо как будто бы полностью зататуированное, но потом этот грим смывается в процессе спектакля. И, в общем, ну, это наверное, из всего, что меня впечатляло в этом году, Отелло впечатлил в моменте меня точно больше всего. Мы еще на него опоздали, мы должны были ехать на электричке, но решили, что доедем на автобусе, встали в пробку. И мы просто вбежали в театр за 2 минуты до 3-го звонка, только сели на место, случился 3-й звонок, и я такая, еще запыхавшаяся, мы реально бежали. И я прям такая, ну вот этом вот всем драйве, адреналине, начинается спектакль, я буквально с первой секунды выходит Отелло, и я понимаю, что мне понравится. Просто Отелло играет Сергей Мордарь, и это восхитительный актер, это просто, он великолепен. Это моя любовь теперь. Я потом в другом спектакле еще услышала, как он поет, и я умерла просто. Короче, он великолепен, я серьезно, ребята. Ну и Тихон по базе прекрасен. Он там еще так кривляется, потрясающе, боже. Это очень биполярный спектакль в плане того, что там происходит трагедия, Дездемона как бы умирает. Но уважаемый режиссер добавил в него такие шутешечки, что ты сидишь и думаешь, сейчас смеяться мне можно, или это too much, или все-таки смешно, со мной шутят. В общем, это очень интересная тоже игра. Я люблю, когда с моими эмоциями играют, когда ими манипулируют в хорошем смысле, вот как раз искусство. И это было прекрасно. Внутренность программочки. Прекрасные, замечательные актеры. Всех люблю. Я их уже всех знаю так хорошо, ребят. Я прихожу на спектакли, я знаю их всех, мне так классно. Эх, Александриночка. Тут мы сделаем вот так. Извините, секретики. Выполняем традицию ни одного дневника без Ханома. Здесь уважаемый мужчина вылез из спячки наконец-то. Он начал ходить по премьерам после «Монстра», который вышел, сериал нетфликсовский, который мне не понравился абсолютно. Ну, как нет, Чарли великолепен. К нему ни одного вопроса. Я смотрела в оригинале ради его скрипучего вот этого голоса, который он делал. И он прям, ну, он мощный, он шикарный. Актерские способности этого молодого человека восхищают меня. И я расстроилась, что мне не понравился сериал, потому что я надеялась, что мне будет хотя бы интересно, но прям вообще, да, к концу было не очень. Зато у нас теперь много красивых фоточек. И там что-то происходить начало, он хоть начал где-то сниматься, а то сидел тихо. Стоит ли что-то объяснять? Давайте объясню. У меня были эти распечатки. Я решила, что они подходят друг к другу по цвету, и что кислотные всякие стикеры тоже подходят сюда достаточно хорошо. И случился этот разворот. Он не несет никакого смысла. Просто, ну, это все у меня было, и мне хотелось этой красоты. Я считаю, что он красивый, мне очень нравится. И все сложилось. Я хотела пописать, я хотела поклеить бумажки, все срослось. Обсессия на топе номер 1853.
Она не заканчивалась. Признаюсь, обсессия на топе не заканчивается у меня никогда. Это был очередной какой-то приход, я не знаю, вероятно, я начала читать сценарий. У меня есть сценарий Топей, да. И, ну, Денис. Я думала, что это будет маленький коллаж. У меня были распечатки, и я такая, ну, это будет малюсенький коллаж вот с этими наклейками, потому что они тоже, на мой взгляд, идеально подходят. Так я, ну, маленький сделаю, вот тут чуть-чуть такой малюсенький. Все остальное, вся остальная, я просто... Пусть будет. А это внезапно вот так. Мне иногда очень нравится так поворачивать дневник. Но с этим было не совсем удобно, я уже привыкла к другой ориентации его. И тут просто очень хотелось вклеить открытку, никак ее не портить. Она мне безумно нравится, я очень хотела эту открытку. Она очень красивая. Это автор, у которого открытка была куплена. И она великолепная. Я купила вот эту еще одну с мальчиком я поставила себе на стол, просто как картину повесила, считайте. И вот эту вклеила в дневник, ну, она мне очень нравится. Я считаю, это прекрасная работа. И ее еще и трогать приятно из-за вот этой вот голографии. А дальше... я поняла, что будет дальше. Я увидела дату, поняла, что будет дальше. В общем, я должна была ехать в Москву еще раз. Ну, я езжу каждые 3-4 месяца, 3 обычно. И тут мне нужно было уже точно решать вопросы с документами, потому что были готовы документы у адвоката, которые я забирала. Мне нужно было прям с этим плотненько заниматься совсем. И я решила, что мне нужна подпитка, и еще раз пошла в СТИ на Вишневый сад на Ивана. Вот на вот это вот товарища уважаемого. По итогу документы мне не отдали. Я была очень этим недовольна, и дела, которые должна была порешать, я не особо-то порешала. И это было обидно очень сильно, но театр все спас. Давайте перейдем. Я долго думала, зачем мне идти на спектакль второй раз, если я его уже видела. Вообще, я ни разу не пожалела. Мне второй раз понравилось больше, чем первый, серьезно. Они, мне кажется, мое предположение личное, я не знаю, это субъективное ощущение в моменте или действительно так, но первый раз я смотрела в прошлом году, в прошлом театральном сезоне. Второй раз это был уже второй театральный сезон, и у меня было очень-очень сильное ощущение, что они его немножко изменили, но прям совсем чуть-чуть, сделали подинамичнее, как-то подредактировали, в общем, немножко, и он смотрелся вообще прекрасно. Я забыла, что мы где-то сидим. Вообще, мы как будто существовали вместе с помещиками, потому что там очень низкая сцена, там очень тесный контакт с актерами в плане, там нет преграды какой-то. И, короче, второй раз я прям кайфанула очень сильно. И еще один огромный плюс этого второго раза, я познакомилась с девочкой, которая сидела рядом со мной. И это прекрасная девочка, я ее обожаю, мы до сих пор общаемся. И она приедет в Питер ко мне скоро. Вот, и СТИ подарил мне нового друга, по сути. И вообще это было очень радостно. Сам факт того, что люди могут познакомиться из-за общих интересов, я всегда обожаю это. И вот как раз для меня вдвойне это приятное воспоминание. Это, собственно, я со всякими штучками, фоточками. Это мой любимый брелочек дурацкий. Номерок из гардероба. Мне очень нравится логотип СТИ. Он так клево, особенно на здании у них выглядит на фоне неба. Вообще не знаю, люблю его, вот он. Давайте дальше. А дальше мы с одного театра на другой переходим, ребят, ну, сори. Это я приехала домой, и что-то я прям отсыхала. Поездка в итоге оказалась очень приятной, несмотря на то, что я ничего не сделала. Но я устала довольно сильно. И дома просто мы что-то отдыхали, ели пиццу. Нормально так, хорошая осень была, спокойно. Пока. Сейчас мы дойдем, подождите. Я снова решила, что слишком мало осеннего в моем дневнике. У меня была вот эта распечатка, а это обводка, то есть там внутри был стикер, а это то, что вокруг него. И оно было таким красивым, что я решила, что я хочу это использовать. И родился вот такой, он немножко странный, я когда на него смотрю, я чувствую, что мне как-то некомфортно от него. Ну, в плане, как будто что-то в нем не так. Но вроде как он красивый, в общем, странный разворот, но он существует, пусть будет. И тут я решила, что
самая хорошая идея — это вклеить в дневник стаканчик кофе из 5, правильно? А чё бы нет, кто меня остановит, мой дневник? Просто это правда были какие-то домашние дни, и мне хотелось поклеить бумажек, я вот их клеила радостно. Эти цветочки ко мне приехали розовые, я ими тоже все обклеила. Хорошо, спокойно, уютно, нравится. У меня какое-то ощущение тепла от этих разворотов, таких домашних. Обсессия на топе номер. Короче, смиритесь. Денис, я заказал этот скотч. Это было лучшим решением в моей жизни, потому что я готова обклеить им просто все. Я не знаю, у меня ассоциация вот этого молодого человека. Давайте ремарку сделаю. Важно, я говорю про персонажа, а не про актера. Для меня персонажи — это отдельные люди. Так как я постоянно 25-м кадром в своей голове обдумываю топи, когда-нибудь это закончится, когда-нибудь, но не сегодня, случился вот этот разворот. И еще миллион примерно таких же, просто в другом блокноте, ну, мне надо было. Я не знаю, я решила, что это гениально. Я решила, что это лучшее описание Дениса. Дальше. О, она. О, боже. Голубые цветочки, вот еще одни из той же серии. И тут случилась оптимистическая трагедия. Если вы знаете фильм, забудьте фильм. Спектакль мало чего общего имеет с фильмом. Сюжет тот же, да, но все остальное это другое, вы не понимаете. Это спектакль, где актеры 2 часа поют. Большую часть времени они не разговаривают, а именно поют. Это не мюзикл, это просто концерт, я бы назвала скорее. Такая немножко странная вещь. И, в общем, там Тихон, да, и там еще куча актеров, которые мне нравятся. Уже теперь. Давайте вот так остановимся вот на этом кадре прекрасном. Я шла на этот спектакль с ожиданиями, что я удивлюсь. Я удивилась, но он мне не понравился. Он довольно странно поставлен, и где-то первые минут 15 мне не нравилось вообще. То есть, не 15, наверное, минут 10 начала. И я прям сидела и такая, не все так однозначно в этом мире, хорошо. Вступительная, так скажем, часть спектакля, она немножко душноватая, я назову это так. Потом начинается часть актерская, и вот к актерской части у меня вообще ни одного вопроса не было. Я обожаю актеров Александринки, они прекрасны, то, что они там вытворяют на сцене, это, блин, это супер. И благодаря этому спектаклю я открыла для себя еще как раз одного актера. Но сама постановка, само повествование, оно прям душноватое. И мне не понравилось в первый раз. Я говорю в первый раз, потому что я ходила на него второй раз, и мне второй раз очень понравился. Ну, не спрашивайте, не задавайте вопросы. И, собственно, после этого спектакля я вышла не совсем довольна, зато с желанием срочно купить ананасовый компот, и мое веселое воспоминание с этого дня — это как мы в 2 часа ночи заходили в круглосуточный за ананасами консервированными. Ну, потому что так вышло. Я снова закрою фотку, здесь билет, фоточка Александринки, фоточка меня, билет электричечный. Я вот как раз, наверное, ворчала на то, что как же так, мне вдруг не понравился спектакль, почему, как раз такое возможно. Но мы переходим к алмазу, вообще к свету моей жизни, это Ворон. Ребята, давайте вот тут остановимся. Вот тут я буду про это говорить. Короче, Ворон это любовь. Вот есть Топи, а есть Ворон. Я от него не ожидала особо ничего вообще от этого спектакля. Причем там так получилось, что мы ездили на оптимистическую через 3 дня на Ворона. И я была немножко в таком уже чуть-чуть предвзята, чуть-чуть совсем, немножечко. Но Ворона ставил тот же режиссер, что ставил Отелло. Поэтому доверия было побольше. И я такая, ну, давай, удивляй меня, родной. Удивил. Это настолько странный, но при этом прекрасный спектакль. Я так не смеялась, я не знаю, очень давно. Там есть момент, где потрясающая актриса просто посредине, это итальянская такая приключенческая, магическая драма, можно сказать. И посредине этой приключенческой, итальянской, напомню, драмы, они вставили какой-то лютый момент рус-реала, где одна из главных актрис просто зачитывает монолог минут на 10 про то, как она ненавидит застолья русские и съесть бы кусочек сала и сдохнуть.
чтобы вы понимали уровень этого юмора. Это прям чернуха, прям такая чернуха, но я так ржала. Я думала, я умру, я плакала от слез. Я сидела на 3-м ряду и просто сползала с кресла. Это было великолепно. Я люблю Ворона всей своей душой. Я иду на него еще раз через 10 дней. Короче, Ворон это просто, это, ну... Нет слов, чтобы описать всю мою любовь к этому великолепию. Ну и да, там все актеры в масках, весь спектакль. Самое смешное, что сейчас, когда я вспоминаю спектакль, мне кажется, что они без масок. То есть я настолько привыкла к актерам, я уже настолько знаю их лица и голоса, что я просто не помню, чтобы они были в масках. Это очень интересно. Вот мне интересно как раз 2-й раз посмотреть, как я буду это воспринимать. Любопытно. И тут у меня был стикер-пак с воронами, и он как никогда, кстати, просто влился сюда, как родной. И я его практически весь сюда и выклеила, и очень была счастлива этому моменту. Здесь куча кадров из Ворона, потому что, ну, если бы я могла снять его на видео и пересматривать каждую неделю, я бы это сделала. Это, ну, это прекрасно. Здесь внезапно тихо. Дальше едем. И тут я решила, что опять слишком много театра, надо что-то осеннее сделать, сделала вот это. Я пропустила Хэллоуин, потому что как-то что-то в этом году не было настроения, я была уже немножко уставшая после поездок и походов в театр. Что-то как-то просто спокойненько. Я наклеила ведьмочку с тыквой и успокоилась на этом, решила, что хватит. И это один из моих любимых разворотов. Я недавно постила его в телеге. Мне очень нравится это оформление. Я даже не знаю почему. Я не то чтобы фанат розового цвета, но у меня нашлась вот эта распечатка. Я нашла эту картинку в Пинтересте, распечатала ее. И как-то так все сложилось хорошо, красиво. Я прям очень люблю. И вот эту вот бумажку желтенькую, которую я не планировала клеить, а потом приклеила вот к этой в пару. И не знаю, вот душевно. Если бы мой дневник должен был меня описывать, наверное, вот эта вот страничка, разворот, меня бы описывал. Потому что здесь гранатик, опять же. И бирка от чая, кстати. А все еще рвала журналы. Это из Сизонса, по-моему, а может быть и нет. Ну, допустим, что да. И я решила, посчитала, что сюда идеально впишется граф Дашков. Это персонаж сериала «Карамора». Сериал «Карамора» Данила Козловского, сериал посредственный. Мне не понравилось. Я считаю, что там просто великолепна линия вампиров, хотя я не люблю вампиров и обычно вообще эту тему стараюсь избегать. Тут не спрашивайте, нахрена я его смотрела, просто так вышло. Но Дашков и вся вампирская линия, вообще актеров, которые они подобрали на вампир, это прекрасно. Они настолько потрясающе друг с другом взаимодействуют, и на них настолько приятно смотреть со всей этой кровищей, ну, присущей вампирам, как бы, что мне прям, да. Вот ради этого стоило его посмотреть. И Дашков немножко поселился в моем мире дневников, ну и, собственно, Дмитрий Чеботарев. Я считаю, что его незаслуженно мало в интернете, все должны знать, какой он прекрасный актер. Снимается он не всегда в хорошем, но отрабатывает, как говорится, на все 100, поэтому знакомьтесь. И тут еще немножко, у меня просто... Мне понадобилось очень распечатать эти кадры, и это еще один довеск к ним шел. Страничка закрытая, значит, так надо. Это страничка из Сизонса, опять же, мне так понравилось это высказывание, что я решила, что я прям вот хочу его влепить. Я как раз в этот момент осознавала, мне в какой-то момент, давайте буду с вами откровенна, когда вот этот вот весь замес с театрами начался, я в какой-то момент почувствовала легкую дереализацию, наверное, с мыслью, что а достойна ли я, вошь, ходить по театрам. Тварь я дрожащая или право имею, так сказать. И вот все это время я как-то в своей голове укладывала эту новую реальность, когда я покупаю билеты в театр и иду в театр каждый месяц практически. Ну, не практически, каждый месяц я ходила на спектакли. В этом году уже тоже планов достаточно, чтобы это не прекращать, и я с радостью. Но как-то вот чисто внутренне мне почему-то это было некомфортно. Я понимаю почему, потому что любимые фразы из детства, типа «куда ты лезешь», «сиди, не высовывайся», вот это вот все. «Бисер перед свиньями», вот мы туда. Спасибо, родители мои любимые. И это было во мне очень крепко. Но в какой-то момент, вот именно в этом дневнике, я очень люблю этот дневник за то, что я переживала эти эмоции в нем. Я преисполнилась. Я просто такая, а почему нет? Ну вот а почему?
Я это люблю, я это понимаю, я обожаю искусство вообще практически любое. Изобразительное, то есть изобразительное искусство и кино для меня с детства это просто какой-то удивительный мир, я это очень люблю. И почему я вдруг не имею права ходить в театр на спектакли? Кто мне запретит? Я купила билет, меня никто не выгонит. В общем, я в шутку все это свожу, конечно же, но там были страдания и терзания всякие. Но вот эта фраза, она что-то как-то, не знаю, захотелось мне, чтобы она здесь была. Для меня ее смысл в том, что отказываться от того, что ты любишь, это предавать себя, и не стоит так делать, потому что это в итоге ни к чему хорошему не приведет. Подушнили, хватит, давайте дальше. Тоже, мне очень понравилась фраза, я ее сюда наклеила, я украсила ее розовыми цветочками, я хотела здесь что-то написать, а потом решила, что я не хочу здесь ничего писать, что вывод, к которому я пришла на тот момент в своей голове и в своих эмоциях, он вот просто... Он будет вот в таком виде. Я обычно так не делаю в дневниках, но тут я решила, что я ничего не хочу добавлять. Просто оставила пустую страницу, пустой разворот, почему бы и нет. А тут внезапная поездка в Москву еще раз. К веселому давайте, история прекрасная, журнал покажет наш. Хотя это сомнительное веселье, я заболела 2 раза подряд. Я кашляла, как не кашляла последние, не знаю, лет 5. Я редко болею вообще с температурой. Тут у меня была температура 39, и это что-то невообразимое. В чем суть? Во-первых, очень красивый разворот с билетиками. Я очень люблю использовать РЖДшный всякий мерч на поездках своих. А во-вторых, суть этой поездки была вот в чем. Как я уже говорила, спектакль в воскресенье сняли для показа в кино. И в Москве была его премьера. Она была и в Питере, но в Питере она была куцей, так скажем. Просто, приходишь в кинотеатр, там актер тебе ручкой машут, и все, и смотришь кино. Меня это не устроило. В Москве было интереснее. В Москве обещали паблик-ток с режиссером. И я такая, ну а что нам? Правильно, до Москвы-то. Сапсан туда-обратно. 3 часа. Заодно я порешаю штуки с документами, которые у меня все еще остались нерешенными. Спойлер, не порешала. И, в общем-то, я уже с подругой, мы поехали вдвоем, чтобы попасть на эту премьеру, и мы были с девочкой, с которой я познакомилась в театре в Москве. И это прям, я не знаю, я улыбаюсь от этого. Это так прикольно встречать людей неожиданно, и потом с ними продолжать общаться. Я была до сих пор счастлива, и вот тогда была очень рада всей этой движухе. И мне очень понравилось вообще мероприятие. Я была с температурой, я выжила таблетку, и надеялась, что я просто не умру на этой премьере. Все, моя цель была выжить, потому что там было куча народу, меня уже начало крыть где-то к середине. На момент показа я 2 часа сидела просто в температурном бреду, но от этого спектакль стал только лучше. Мне было вообще замечательно. Потом на меня подействовало жаропонижающее, и к паблик-току после я уже была такая более-менее адекватная. Ради чего мы ехали, то меня очень и порадовало. Было очень интересно послушать Никиту Кобелева, это режиссер «Воскресенья». Сейчас он главный режиссер «Александринки». И то, что он сделал с «Воскресеньем», я после спектакля в первый раз прочитала оригинал и поняла, что спасибо, Никита, что ты так хорошо ставишь спектакли. Потому что, читать это мне невозможно. Мой личный вкус, ему больно, когда я это читаю. Со спектаклем нет такого. С спектаклем все замечательно. Вот, и мне было очень интересно его послушать, вообще, послушать директора Александринки Малича, он вообще, очаровательный человек, мужчина, худрявенький. Короче, очень харизматичный тоже молодой человек, молодой человек, неважно. Он вел все это дело, потому что там не было ведущего, ему самому приходилось раскидывать вопросы и тоже на них отвечать. И было очень-очень приятно сидеть там, во всем этом участвовать, интересно и классно вообще. Я эмоции получила замечательные. На следующий день у меня была температура 39, и я лежала просто в наркоманском бреду. Ничего страшного, это того стоило. Выжили все. Домой вернулись, заболели еще раз, класс. Зато вот сейчас вам видео снимаю уже 3-е за месяц, наверное, да? Видели, как зарядилась? Этот разворот я оформляла, кажется, во влоге. И я уже там говорила, еще раз скажу, я поверила в себя и решила, что я хочу коллаж на черном фоне. Ничего против этого не имею, ни в коем случае, просто для меня я не делаю так. Я обычно использую белую бумагу, и черный фон для меня всегда сложный, потому что нужно инверсировать в своей голове цвета, чтобы как-то это подобрать. Короче,
Для меня это сложнее. Я и рисую также от светлого к темному, а не наоборот. И тут я решила, что раз уж я все еще в температуре, а что бы не бахнуть? И бахнула. И сначала, когда я только его собрала, мне не нравилось. И у меня было ощущение, что что-то не так. Но сейчас я на него смотрю вот спустя месяц, получается. И мне нравится, я считаю, что красивенько. Оранжевенькие акценты немножко. Мне все строилось вокруг вот этой распечатки, все остальное подбиралось под нее. И мне нравится. Мне прям красиво. Я вот смотрю и радуюсь. И на камере очень красиво выглядит, и вживую. И тут тоже мне не особо хотелось уже что-то оформлять, я плохо себя чувствовала, поэтому здесь такое совсем простенькое. Я перебирала распечатки, нашла вот эту девушку прекрасную, это какой-то арт, я не знаю, мне кажется, он аишный, может быть и нет, но, в общем, очень красивый арт. И я простенько совместила его с салфеткой и кружочками. Здесь я просто болела, у меня так получилось, что весь ноябрь, весь конец ноября, и потом еще начало декабря я прям лежала пластом таким. А это старичок-боровичок. Это фотосессия из Сноба как раз с Тихоном. И мне что-то так понравилась вот именно вот эта фотка в сочетании вот со всем вот этим. И я решила, что он теперь старичок-боровичок, который носит на шляпе улитку, и на плече у него сидит кот. Не спрашивайте, у меня была температура. Все классно. А еще здесь мы съездили как раз второй раз на оптимистическую. И мне все понравилось. Но, возможно, потому что я уже второй раз нет ощущения затянутости. То есть я уже знаю, что будет, я уже понимаю, что какие-то моменты мне не нравятся, я уже смирилась с этим. И второй раз это смотрелось реально намного легче. Плюс отличным, гениальным, великолепным, прекрасным решением было сходить на экскурсию по зданию театра перед спектаклем. У нас была потрясающая экскурсовод, она была такая веселая. У нас были классные люди, которые были с нами в группе в этой экскурсии. И на момент того, как начался спектакль, я уже была счастлива, я уже была заряжена. Я сидела там такая просто веселая, счастливая, радостная. И такая, давайте, пойте мне, мои хорошие. И все замечательно было. И интересно, и весело, и классно. И, в общем, это был как раз начало декабря, когда я уже начала терять веру в жизнь и в себя, потому что, плохое самочувствие, оно отбирает настроение. И вот как раз тогда это был очень хороший заряд. И остаток декабря я как-то функционировала вполне себе живенько. Тут просто мне... я поняла вот по этой штуке. Я заказала себе набор гаммы, мне очень понравился у них новый пластиковый пенальчик. Я очень хотела этот пенальчик, но он не продается на маркетплейсах, по крайней мере, пустым. Он продается с красками. Я заказала себе, собственно, набор, гамма дешевая достаточно. В этом пенале, и я даже решила, что я не хочу его пока разбирать, мне понравился их набор, я уже его потестила, повыкрасила, даже порисовала им, и очень довольна осталась, классно тоже. Приятный подарок самой себе был на Новый год, заранее немножко, но ничего страшного. И тут вот пошло, я очень хотела, во-первых, вкусные чипсы лайк, но они сладкие, стоит это учитывать. Во-вторых, я очень хотела новогоднего настроения, здесь... Где-то должен быть большой перерыв в записях. Вот, наверное, здесь как раз он и есть. Ладно, не будем этого выяснять. По моим ощущениям, где-то здесь был большой перерыв в записях. Потому что я очень хотела новогоднего настроения, его не было. У меня в этом году вообще не было новогоднего настроения, но при этом настроение было классно. То есть, елочку, вот это все мне не хотелось. Мы нарядили елку 31 декабря. И все, что я могла, это порезать салаты. И то я, опять же, 31 утром резала салаты. Салат-то, почему я о нем во множественном числе. И особо никакого празднества и не было, мы просто выпили шампанского, покушали, причем не в 12, а раньше, и в 12 просто сидели, смотрели. Я не буду об этом рассказывать после театра, мне стыдно. И в 12 сидели, смотрели «Приключения Шурика», которые вышли в этом году. Это важно. Они не так плохи, как про них говорят. Они норм. Они чуть-чуть кринжульные, да, есть такое, но они реально нормально сделаны. Возможно, это после шампанского мне так показалось, но в целом было весело, мы хихикали, смотрели салюты из окна, и вот в планшетике кино, и легли спать, собственно, и вот такой Новый год был. Но я абсолютно не жалею, я зато отдохнула. А вот тут, это я вам заранее про Новый год рассказала, вот где был, наверное, огромный перерыв. Да. Вот, я больше недели здесь не писала,
Потому что что-то была я чем-то занята, и у меня не было сил, и я не стала себя заставлять, не хочу, так не хочу, как бы. Мне приехали вот эти вот замечательные штучки от художницы. Это Петя Хазин, персонаж Ивана, персонаж текста, книги и фильма. Ну, фильма в большей степени, потому что в книге там другой персонаж. От художницы я заказала просто прям у нее с рук мерч. Я очень ждала этот мерч, мне он очень нравится, у меня лежит пока что неиспользованный, но я думаю, что в ближайшее время я его куда-нибудь приспособлю красивенько. И я решила вклеить это сюда, здесь классные вот эти вот голографические мордочки и подложка от них. И я спустя год, наверное, нашла в коробке с акриловыми маркерами карточку, которую не видела до этого, тоже ее сюда бахнула. Такой вот какой-то домашний, с какими-то вкусняшками. Просто вот по оформлению можно понять мое состояние. Я была достаточно уставшая, но при этом в нормальном настроении. Вот такое сочетание странное. И снова новогоднего настроения попытка нагнать. Тут по цветам как будто бы не Новый год, но на самом деле здесь всякие для меня, то есть мандарины, всякие блестящие золотые элементы. Это такие новогодние настроения. Поэтому для меня этот разворот новогодний. А еще тут Тихон с его прекрасной прической. Мне очень нравится, как визуально выглядит его прическа в «Преступлении и наказании». Там эта прическа делает пропорции головы просто идеальными. Я рисую, ребята, у меня пропорции головы это важно. Понимаете, мой эстетический вкус, он немножко странненький. И между вот этой записью и вот этой записью произошел еще один спектакль. Я съездила в Александринку на маскарад. Там не было никого из знакомых актеров, и это просто было желание... Я увидела фотки из этого спектакля, и там, ну, маскарад, как вы понимаете. И мне очень хотелось как-то вот подбодрить себя именно этим настроением. Я, конечно, оптимистка, я думаю, как бы... Описание, все, что я знала из описания, это что спектакль поставлен по пьесе Лермонтова. И я такая, ну весело будет, празднично, по Лермонтову, ну стопудово, ну. А как иначе? Весело не было, но мне все понравилось, и я застала новогоднюю подсветку на Невском, и Александринка была прекрасно украшена. Там были замечательные елочки на фасаде, и внутри была очень красивая елка. И это добавило прям сильно праздничного настроения. И здесь распечатка, мне пришла рассылка от театра, я подписана со всякими скидками вот этим вот всем. И они мне прислали сообщение, что они не мошенники, и дают мне скидку 40%, и нужно срочно купить билетик. Конечно, я поверила им, что они не мошенники, отдала им кучу денег. Это шутка, ребят. Это наша домашняя шутка. В общем, я перед Новым годом затарилась билетами на следующий год, чтобы чувствовать себя в надежных руках, так сказать. И мне очень понравилась эта картинка, я ее скачала, распечатала. Это типа шарик елочный. Ну, мне кажется, этот год ничто не опишет лучше, чем эта картинка, потому что я жила в ней, в этом. И здесь еще красные лошадки, это символ года. Я люблю лошадок, я люблю красный цвет, поэтому она здесь, и картинка мне понравилась, пусть будет. И пакетик подарочный, раздербаненный сюда безжалостно. И какие-то вообще рандомные абсолютно наклейки. Я ждала вот этот новогодний пак очень долго, и он мне приехал 30 числа, по-моему, я прям радостно все обклеила им. И все, по традиции, последняя страничка. Здесь у меня... Вот я же сказала, что это будет еще много раз. Мне очень нравится вот это их оформление. И здесь я, собственно, отметила все, что я посмотрела или хочу посмотреть. Как бы такой план на будущий год, и итоги прошедшего, они у меня случились вот здесь. Ну и про свои итоги я здесь писала. Здесь открыточка, под ней традиционное прощание с дневником. Открыточка, по-моему, из Сизонса. Мне очень она понравилась. Видите ли вы здесь лицо девушки? Я вот вижу, а вы? На камере, кстати, лучше видно, чем вживую. Можете поиграть в игру. И в конце у меня, как обычно, от блокнота всякие эти штуки. Здесь из Александринки всякие штуки. Давайте вынем. Я вот поэтому еще обложку с него снимать не хочу, что здесь нет кармашка. И оно все лежит. Вот такая была программка, которую я раздербанила на оформление. Вот вторая осталась, но я ее здесь оставлю как памятную штучку.
Вот и все. Вот такой был дневник, внезапно супер театральный. Когда я его начинала, я и представить себе не могла, что мой год так закончится. Это очень интересно, кстати. Потому что, когда я его начинала, я вообще не знала, что будет. Я думала, что этот год будет очень скучным и бюрократическим. Показываю вам, насколько блокнот распух. Он очень распух, и в нем в конце уже прям стало неудобно писать. Давайте на новогоднем каком-нибудь развороте остановимся. И кто бы знал, что этот год будет таким годом открытий вообще всего, и внутри себя, и снаружи в мире, что, оказывается, можно вот так вот классно проводить время, и при этом не чувствовать себя ущербной и неуместной, и вообще радоваться мелочам. Я как-то, не знаю, возможно, я была настолько опустошена в начале этого года, что я сейчас вспоминаю, что было в начале этого года. То есть я в январе просто лежала пластом после поездок и кучи бумажных всяких проблем бюрократических. А потом в феврале я посмотрела «Преступление и наказание» и понеслась. И для меня ощущение, что это было не в этом году, что это было пару лет назад как минимум. А это все произошло за 1 год. Ну, то есть из-за того, что у меня огромное количество впечатлений было, я какая-то прям немножко заряженная. А может быть и немножко, я не знаю еще, я еще не переварила до конца. Но этот год определенно лучшее, что случалось со мной за последние лет 10, наверное. Прям вот по уровню эмоций, по уровню впечатлений. Короче, я довольна. Удивительно. Итогов года в дневнике, ну, прям таких прописанных нет, потому что я прописываю в другом блокноте. И итоги в этом году беднее, чем в прошлом, потому что, ну, большую часть времени я потратила на театры, но они настолько радостные, я чувствую себя настолько лучше, чем в прошлом году в это же время. В прошлом году в это же время я лежала лицом в подушку и просто пыталась не умереть. Пыталась не провалиться окончательно в депрессию свою на тот момент. Сейчас, ну, это небо и земля. У меня есть, смотрите, какая офигенная тельняшечка. Ну, я так кайфую в ней, она классная. Я хожу в театры, у меня куча билетов в театры. Я пойду через 5 дней в театр еще. И я буду очень, я уверена на 100%, что я выйду оттуда просто счастливая и заряженная. И, наверное, в этом видео мое пожелание будет не как обычно. Как обычно, если вы его знаете и помните, тоже помните. Не бойтесь делать то, что делаете. Но мое второе пожелание будет не только про блокнотики, а про то, что вы делаете в жизни своей в целом. Если вы чувствуете любовь к чему-либо, не стесняйтесь этого и держитесь за это, потому что во взрослой жизни очень мало радостных эмоций, очень сложно их найти. И если вдруг вы нашли что-то, что приносит вам какие-то удивительные приходы радости, приходы эйфории, блокнотики, это не блокнотики, кофе какой-то, неважно, вот просто что угодно. Не стесняйтесь за это держаться, просто знайте, примите то, что вы это любите, и существуйте с этим. Блокнотиков это, конечно же, тоже касается, это любимое дело, которым мы с вами все занимаемся, очевидно. И на этой прекрасной ноте я завершу свой рассказ, который получился наверняка длинным. Еще раз, хорошего вам настроения, вдохновения по базе. И пока-пока.